Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, какие статьи, материалы, лекции, видео и книжки стоит изучить, прежде чем приступать к полноценному шрифтовому дизайну. Знать вам нужно будет очень много, но для начала следуют базовые вещи. Например, о том, как устроены буквы и как их нужно рисовать. Для понимания латинского алфавита и того, как нарисованы буквы, нам очень сильно пригодится книжка автора Карен Ченг под названием Designing Type. Книга вышла достаточно давно, есть ее цифровая версия, можете купить ее в различных магазинах, но если хотите с ней ознакомиться, можете посмотреть обзор Александры Корольковой, в которой она как раз рассматривает несколько книжек, ну и включая как раз таки книгу Designing Type, в которой показаны пропорции букв, как их нужно создавать, как это все дело рисуется, наклоны и прочие всякие штуки. Это безумно полезно, даже несмотря на то, что мы рисуем достаточно простой геометричный шрифт. Следующая книга – это книга про буквы Юрия Гордона о том, как рисуется кириллица. Это, по сути, все то же самое, что и у Карен Ченг, только про кириллические символы, про наклонные начертания. Здесь очень много примеров различных начертаний букв, исторических и просто современных, поэтому это безумно полезное чтиво. Эта книга постоянно переиздается, поэтому если у вас ее еще нету, вам обязательно ее нужно завести у себя на полке. Ну и разумеется, классика в зеленом исполнении – это живая типографика, книга Александры Корольковой, в которой максимально простыми, доступными, интересными словами описано, как устроены буквы, как устроена в целом типографика и так далее. Вот, найти ее в печатном виде достаточно тяжело, стоит она дорого, но в будущем готовится ее обновленная версия. Это, во-первых, хорошая новость, а вторая новость – то, что эта книга доступна бесплатно для скачивания в живом журнале Александры. Вы можете перейти по ссылке и получить полностью доступную, правда, на русском языке версию, если вдруг вам нужно на английском, ее нет, но как-то перевести, наверное, ее можно. Вот, очень полезно, очень интересно, прочитайте ее достаточно быстро, и вам это придаст огромное количество полезной информации и максимально вас замотивирует рисовать буквы. Обязательно стоит пробежаться и прочитать статьи в справочнике от Паратайпа. Здесь все представлено в виде различных статей, и здесь помимо того, что разбираются сами шрифты, которые они делают, но и различные термины и прочие полезные штуки, которые вам обязательно пригодятся. Здесь у нас еще есть и глоссарий, который позволяет вам изучить различные термины. Если вдруг вы что-то не понимаете, когда прочитали, вы можете обратиться к этому глоссарию и посмотреть, что значит конкретное слово, которое вы не понимаете. Также я очень вам рекомендую прочитать статьи на сайте Type Today. Здесь помимо того, что просто различные обзоры шрифтов, которые выходят, интервью с шрифтовыми дизайнерами, есть еще раздел, посвященный определенным символам, с которыми вы так или иначе столкнетесь, и есть еще обзоры кириллических символов на различных площадках, например, на Google Fonts. Изучая те ошибки, которые допускают шрифтовые дизайнеры, которые не знакомы с кириллицей, вы точно не допустите их уже в своем шрифте. Очень полезное чтиво. Полезным также будет и блог на сайте TypeType, который рассказывает о различных шрифтах, которые они делают, какие-то статьи полезные о шрифтовом дизайне. Очень много интересного, актуального вы можете почитать и на этих страницах. Огромное количество полезной информации в свое время я почерпнул из советов Ани Даниловой в бюро Горбунова. Здесь как раз таки очень много вопросов касательно шрифтов, типографики, создания гарнитур различных и так далее, поэтому все это прочитайте. Советы простые, короткие, но очень информативные. Это то, что вам поможет максимально проникнуться шрифтовым дизайном. Для того, чтобы лучше разобраться в кириллице, обязательно посмотрите подборку уроков от Александры Корольковой, посвященные каждой конкретной кириллической букве, потому что очень часто даже пользователи кириллицы допускают ошибки при создании символов языка, на котором они говорят. Поэтому обязательно изучайте, это безумно будет полезно для вас. Потратьте немножко времени и посмотрите лекции шрифтовых дизайнеров на YouTube, которые посвящены так или иначе шрифтам. Например, аппроксимация кривых Ивана Гладких, его лекция, посвященная шрифтовому дизайну в 2023 году. Дальше что у нас есть? Лекция Александры Корольковой. И еще одна лекция, как выбрать шрифт для проекта, тоже будет полезна для того, чтобы лучше разбираться в шрифтах. Лекция Ильи Рудермана о современном шрифте тоже безумно будет интересно и полезно, и не так долго она идет. Потом рассказ о том, что такое вариативный шрифт и как это вообще в принципе работает и какие возможности это дает, вам расскажет Ник Недашковский. Юрий Ермола рассказывал 7 лет назад о том, что такое вариативный шрифт, то есть то,
что на тот момент еще прям была совсем новинка, и даже сейчас многие вещи окажутся в новинку, он рассказывал уже тогда, поэтому будет полезно посмотреть это на дизайн-просмотре. Но видео путеводитель по созданию шрифта на канале Шрифтовые беседы с TypeType тоже очень рекомендую посмотреть. В простой форме он расскажет, как вообще заниматься шрифтами и прийти к шрифтовому дизайну как таковому. Для погружения в латиницу изучите уроки от студии ONoType, которая рассказывает о каждой конкретной букве латинского алфавита, показывает, как лучше ее нарисовать, указывает на какие-то важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Все это очень будет вам полезно, особенно когда вы не сильно еще знакомы с созданием тех или иных символов. Ну а когда вам захочется что-нибудь новенькое попробовать и в целом вдохновиться чем-то, можете пробежаться по старым каталогам, по сканам различных каталогов шрифтовых студий, там 100-летней давности, 50-летней давности. Очень много интересного и вдохновляющего можно найти на страницах archive.org в соответствующей категории. Много классных подборок спесименов на сайте typographica.org. Здесь огромное количество сканов с описанием того, кто издал, в каком году это было и где это можно посмотреть. Есть подборка хорошая различных каталогов на сайте Letterform Archive. Есть подборка архивов типографики на сайте Type Today. В целом здесь описано, что там представлено, что можно посмотреть, на что стоит обратить внимание. В общем, почитайте. В библиотекусе тоже есть большое количество сканов различных каталогов, которых сейчас вживую практически невозможно найти. И даже я в свое время сделал своего рода просмотр различных старых каталогов, которые у меня есть в коллекции, и, возможно, даже со временем я продолжу и добавлю туда еще какие-то новые картинки. Вы можете в реальном времени полистать это все дело, сделать скриншоты и потом на основе этого скриншота нарисовать, например, свой первый там, ну или пятый, десятый какой-нибудь шрифт. Большое количество учебной информации о том, как рисовать шрифты, какие бывают шрифтовые редакторы, как создать свою шрифтовую студию и так далее, вы можете посмотреть на вот этих сайтах. На первом сайте собрано огромное количество материалов, в первую очередь на английском языке, потому что основное шрифтовое комьюнити это, как правило, англоязычная аудитория, поэтому и соответствующие материалы есть на эту тему на английском языке. Но есть подобная подборка ссылок и на русском языке, в котором в целом плюс-минус есть похожие ссылки, но есть те, которые вы не найдете, например, вот здесь. Поэтому просмотрите их и найдете для себя очень много интересных материалов. Как вы понимаете, ваше шрифтовое приключение только начинается. Поэтому, изучая все эти материалы, погружаясь в них, вы очень сильно углубитесь в создание букв, и вы будете, скорее всего, потом ходить по улице, смотреть на вывески различные и думать о том, вот интересный шрифт, или этот шрифт плохо сделан, или вот этот логотип неправильно нарисован, или там какая-то буква неправильной толщины. И, в общем, с каждым разом ваша насмотренность будет увеличиваться, это становиться будет все интереснее и интереснее. И в какой-то момент вы уже прям очень сильно начнете разбираться в шрифтах и станете настоящим шрифтовым профессионалом. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.